Привет, меня зовут Лилия, и вы на канале Лилия DIY Art Stories. Это небольшое видео, как сделать ставшие сегодня так популярными сервировочные салфетки или плейсматы из шнура. Не так давно выпускала видео с пошивом сумки из шнура, и первоначально для нее я купила не совсем подходящий шнур. Мне нужен был жесткий, а этот мягкий, и он подходит больше для макраме. К макраме я, возможно, еще вернусь, но сейчас буду его использовать в пошиве круглых салфеток. Толщина этого шнура 5 мм. Но для основания салфетки, ее середины, я взяла другой, плотный хлопчатобумажный шнур толщиной 8 мм. Его покупала в обычном хозяйственном отделе одного из наших торговых центров. Все возможные ссылки я оставлю в описании под видео. Сначала фиксирую кончик шнура небольшим количеством клея. Затем плотно сворачиваю спиралью в небольшой кружок диаметром 3-4 см. Делаю 2 прямые перпендикулярные строчки. А затем настраиваю машину на зигзаг. Ширина строчки 5,5 мм, шаг 2,5 мм. Строчку прокладываю между соседними рядами шнура, захватывая левую и правую части. И продолжаю двигаться, наматывая и прошивая ряды. Когда размер салфетки начнет выходить за края платформы машинки, можно подложить, например, коробку, высота которой равна высоте платформы машины. Но если у вас есть приставной столик для вашей машины, то у вас вообще не будет никаких проблем. Когда размер круга достигнет 30 см, настраиваю зигзаг на меньший шаг, а точнее на 1 мм, и делаю поперечную закрепку. И шнур обрезаю. Если у вас, как и у меня, будет некоторая выпуклость, то эту проблему отлично решает отпаривание утюгом. Оставьте до полного остывания и высыхания, а сверху можно придавить, например, толстыми книгами. Из мягкого шнура нарезаю 8 одинаковых отрезков. Я отрезала 4, но каждый в 2 раза больше нужной длины, и каждый складываю пополам. Их размер равен длине окружности получившейся салфетки, плюс примерно 30% к полученной величине. У меня длина окружности примерно 100 см, плюс 30% это 30 см, итого получается 130 см. Я нарезала 4 шнура по 260 см и сложила каждый пополам. Закрепляю концы на столе с помощью малярного скотча. И начинаю плести косичку в 4 ряда, каждый из которых состоит из 2 шнуров. Плетение не затягивайте слишком сильно, но и не оставляйте просветов между шнурами. Дойдя до нужной длины, проверяю, прикладывая к салфетке. Намечаю места стыковки концов косички. По этим отметкам прокладываю прямые строчки, закрепляя концы.
Отрезаю лишнее, оставляя от строчки примерно 7-8 мм. Точно так обрабатываю и другой конец косички. Замыкаю круг, накладываю концы друг на друга, совмещая строчки, и соединяю на машине. Я сделала это строчкой зигзаг, но и прямой строчкой с мелким стежком тоже будет надежно. Косичку прикалываю булавками к основанию и соединяю строчкой зигзаг. При этом шов на косичке совмещаю с концом шнура на основании салфетки. Вот такие специальные кожаные ярлычки я покупала в Wildberries. Ссылку оставлю в описании. Крепятся они с помощью заклепок, которые называются хольнитенами. Ярлычки, кроме декоративности, прикрывают концы и некрасивые места стыков. Точно так пошила еще 2 салфетки, но меньшего диаметра – 18 см. Диаметр без голубой каймы – 12 см. Такие салфетки не только станут элементом сервировки вашего стола, но и украсят его. Если понравилось, буду рада вашим лайкам и комментариям. Они помогают развиваться этому каналу. Всем спасибо за внимание и, как всегда, жду на своем канале.